После того, как я почувствовал себя довольно уверенно с объединенным телом, я начал влезать в свой первый наряд. Я хотел подарить ей немного больше осеннего тематического наряда с тонкой рубашкой поверх рубашки и длинными узкими джинсами. Обувь была чем-то, что я добавил позже. Я сделал большую часть этого, извлекая маски, но тогда это еще не было официальной функцией. Итак, я сделал это с помощью дополнения Mask Tools. На данный момент я должен сказать, что Adult в основном устарел с новой функцией маскировки 2,81 для вашего персонажа. Я определенно могу порекомендовать просто использовать новый вариант экстракта маски вместо взрослых. В основном отсюда это тот же рабочий процесс, который я показывал ранее на предыдущих уроках, но в итоге я сделал одежду немного менее тесной в области паха и ягодиц. Растягивающиеся складки, которые я вылепил здесь, определенно выглядят очень неудобно, и в конце концов мне нужно было смягчить их для области колена. Я стараюсь, чтобы падения приходились в основном на заднюю часть колена. Важно подумать о размещении ошибок, когда цель состоит в том, чтобы в конечном итоге подстроить и оживить персонажа. Иметь дефект в суставах опасно, так как они могут легко растянуться и сломаться, как только персонажи будут двигаться на задней стороне колена. Это менее проблематично, так как нога на самом деле сгибается только в одном направлении, и складки сжатия там никогда не превратятся в растяжение. Они всегда будут сжиматься внутрь, тем больше, чем почти израсходовано. Я также продолжал обновлять цвета Vertex и Material, чтобы получить хорошее представление о том, как персонаж будет выглядеть в текущем наряде, а также попробовать цветовые схемы и палитры, которые лучше всего подходят к рубашке. Я тоже извлек маски. Я бы сказал, что динамическая топология по-прежнему является хорошим вариантом для создания открытой геометрии, поскольку вокальное повторное измерение работает только с закрытыми объектами с объемом внутри. Большой недостаток использования динамической топологии заключается в том, что открытые границы могут стать довольно неровными из-за довольно хаотичных триангулированных поверхностей.
В конце концов, меня попросили и отделили части рубашки, чтобы было разделение между рубашкой снизу и рубашкой сверху. В идеале я должен был дублировать рубашку и лепить из нее подтяжку, чтобы объем одежды был более последовательным и более очевидным. Управление границами оболочки, безусловно, довольно утомительно при использовании динамической топологии. Поэтому я могу порекомендовать использовать новую опцию извлечения маски и Blender и просто немного сгладить границы, не перерисовывая все скульптурные детали прямо сейчас. Не обязательно, чтобы они были идеальными. Это было в основном исследование дизайна, и в конце концов я перешел к другим предметам одежды и нарядам. Я хотел сначала попробовать разные идеи, прежде чем решиться на что-то, для чего, конечно же, и существует скульптура, и в конце концов это также окупилось, потому что я немного изменил наряд. Я тоже уже вошел и начал заниматься стилем. Изучаю складки на одежде, чтобы понять, хочу ли я выбрать что-то с очень жесткими краями или, может быть, более гладкое и естественное для полировки снова. Более высококонтрастный сумасброд может помочь более четко видеть поверхности. Я также могу порекомендовать базовый темный сумасброд.
В основном это просто выглядит темным, но это может быть хорошим способом увидеть высокочастотные детали, а также не причинять при этом боли глазам. Для рубашки в конечном счете также было важно сделать так, чтобы она перекрывалась с натягом и добавляла цвет для цвета. Я просто продублировал верхнюю часть и начал придавать ей форму, мало чем отличающуюся от того, что мы делали на предыдущих уроках с футболкой. Еще одна вещь, которую я неоднократно делал неправильно, это вносить большие пропорциональные изменения в тело, по одному предмету за раз. Сэкономь себе немного времени, сначала объединив объекты и вылепив их все сразу с помощью кисти. Я также добавил немного асимметрии, как только почувствовал, что доволен общим дизайном.